Как все начиналось? Да очень просто. Несколько лет назад я купил участок земли, на котором была старая дубовая изба из бревна размером 6 на 4 метра с крышей. Лет 5 она стояла без дела, все никак до нее не доходили руки. Думал разобрать, но изба оказалась крепкой. Минусом было то, что стены были кривые, но любые стены можно выровнять, было бы желание. Первым делом очистил избу от всего лишнего, обработал дерево антисептиком и пропиткой антижук внутри и снаружи. Оставил на 3 месяца, чтобы все выветривалось и высыхало. С Нового года приступил к изготовлению винтовой лестницы на чердак. Много места она не занимала, примерно 1,5 квадратных метра, и легко монтировалась. Нашел на участке хорошие доски шириной 350 и толщиной 80 мм. Из них сделал ступеньки. Для стойки сгодилось обычное бревно, сразу покрыл лестницу лаком. В следующем месяце сделал фундамент под перегородку и под печку. Начал кладку перегородки. Она была задумана в виде полукруга. В этом же месяце успел провести в баню водопровод от дома и подключил ее к центральной канализации. Ничего сложного. Весной начал делать мини-бассейн, выполнил армирование, опалубку и залил бетоном. Залил черновую стяжку, утеплил пол пеноплексом и залил стяжку под плитку. Потом занимался выравниванием наружных стен, смонтировал направляющие каркаса, утеплил стены, добавил ветрозащитную пленку, обрешетку по направляющим и закрыл плитой ОСБ. Сайдингом не обшивал, так как меня подвел поставщик, привез не то, что я заказывал. Купил на барахолке алюминиевую дверь из массива окна и неспешно их установил. Летом начал облицовку стены в парилке клинкерной плиткой. Я, конечно, пожалел, что сделал перегородку полукругом, но результат, как говорится, налицо. Клей и плитку использовал жаростойкие, положил плитку на пол в парилке и в моечном помещении. Для меня это был первый опыт укладки плитки. Оказалось, каждая плитка имела свой размер, погрешности были от 2 до 4 мм. Развел проводку в парилке, затем осенью начал выравнивать внутренние стены и их утеплять. Смонтировал печку-каменку по уровню и начал монтаж дымохода. Проход через перекрытие сделал сам, так как у меня полукруг, стандартные формы прохода не подходили. Проход заполнил керамзитом, снизу от парилки смонтировал лист из зеркальной нержавейки. Уже зимой монтировал фольгу на крафт-бумаге. Начал со стен парилки, потом потолок. На потолке выполнил обрешетку и утеплил ее на толщину 200 мм. Затопил печь, чтобы посмотреть, как ведет себя фольга и скотч. Оказалось, только в 4 местах отклеилась при температуре 120 градусов. Затем приступил к обрешетке стен в парилке и потом начал набивать вагонку. Новый 2018 год я встретил в новой парилке. В январе закончил монтаж вагонки, смонтировал проводку в парилке и в моечной части. Полки хотел сделать в 3 ступеньки, но поискав в интернете, нашел свой стиль. Монтаж каркаса для полок сделал из бруса, который лежал у меня без дела. Полки купил готовые из ольхи. Затем приступил к потолку и стенам моечной части с бассейном. Плитку купил в керамине и целый месяц по вечерам ее укладывал. Не обошлось без косяка. В зоне топки плитка треснула, не выдержав высокой температуры. Пришлось менять ее на керамогранит. В мае 2018 года пришло время навести порядок вокруг бани и залить бетон с помощью бетономешалки. Вокруг было много битого кирпича, штукатурки и всякой всячины. Пришлось еще убирать слой чернозема, а битый кирпич пошел на подготовку отмостки. Сначала сделал фундамент под столбы и забетонировал. Перед подготовкой отмостки постелил толстую пленку, чтобы трава со временем не разрушила бетон. Заливал 4 дня подряд, использовал арматуру и сетку. На сегодняшний день в стройку вложено около $2500. Банька вышла отличная, но это еще не конец. Итак, друзья, а что вы думаете о такой баньке из старого сруба? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А с вами был Бориман, всем добра!